Bonjour, mes amis! Bienvenue à Paris! В общем, привет, ребята. К сожалению, Ник не успел вовремя получить визу. Из этого тут, в Париже, во Франции, вместо него буду я. Меня зовут Хеку, и вместе с вами я буду тут путешествовать и показывать вам все, что тут происходит в Париже на EWC. Для меня же это первый день, чего я не могу сказать про ребят. Сегодня же медиадень, а это значит, что сегодня они будут репетировать то, как они будут выходить на сцену, потом будет куча съемки для соцсетей, для трансляций. То есть, ну и у ребят будет два свободных дня. Нет, у них будет 2 дня на подготовку, и вот потом они сразятся в первый день для них, который будет сейчас 20 числа. В общем, да, тут одно из зданий. Идемте посмотрим, как у ребят идет медиадень. О, видишь, она как будто тонкая. Угу. Андрей, нам не сюда же. Куда? А нам же вот сюда, типа, в ту сторону. Вон написано же. Где медийка баланс первый день. Первый день была медийка не тут, братан. Знаешь, что идти? Да. Давай. Влад, смотри, нам же не сюда, да? А в другое здание, где у нас вход. Так это не в нашем здании. Вот здание? Да. Да. Бля, так нам вообще было пофигеть. Вот так. Все, я теперь понял, про какое здание. Вот. Давайте вас. Can I get your signature too? Yeah. Thanks so much, man. Good luck in the playoffs. Let's go, Spirit! Верните мой 2008 или 7 или 9, какой-нибудь, только не 20. Сколько тебе было в 7 году? Мне было 6 лет. О. Я был 6 лет. Я счастлив. Верните мой 2020. Не, пандемия, не. 19-й. 19-й? Не, я там что-то тоже, блядь, только в КС играл, не. Типа жизнь до КСа тебе вернуть. Нет, 21 после пандемии уже там выходили. Это был расцвет сил. Я должна признаться, эти масштабы EWC впечатляют. Ну, понятное дело, когда у тебя больше, чем 20 игр, еще в этой каждой игре у тебя дофигища команды, в этой каждой команде, ну, кто-то там играет по одному, а кто-то там, типа, у тебя 5 игроков, просто вот размер всего этого мероприятия, конечно, впечатляет. Я бы сказала, главное, что не то, что это вот просто какая-то большая арена, то, что вот они заботятся об игроках, потому что вот, допустим, тут куча места, где игроки могут просто почилить, отдохнуть, расслабиться. Там в другой стороне еще находится кейтеринг, то есть там могут кафеши, где они могут поесть. А если вот им приспичило, могут как бы и в бильярдик сыграть, там есть шахматы, есть разные приставочки, там еще где-то был настольный теннис. Короче, есть чем заняться в свободное время. Ну и главное, конечно, то есть там практис-рум и все такое. В общем, да, размеры, как говорю, впечатляют. So the first question is going to be describe the upper and lower bracket in one word. Опиши upper и lower bracket одним словом. Thank you. Like shit. Pizza. Can we like, I don't know, be like friends after this? Cut the interview, turn the camera off, turn it off. Получается, это мой самый любимый турнир теперь. Я маркер спиздил. Кодекс административных правонарушений. Парни, это большое хищение. Но это все равно административное правонарушение. Уголовный кодекс — это именно криминал, уже грабеж. Так а вы понимаете, в смысле, масштабы кражи или нет? Большая кража с разбоем, пострадавшими в том числе. Поэтому это УКР. Давайте зачитываем полбалла. Конечно. В смысле, ну вы просто же не знаете, что там было. Там человек плакал. Внутри ребята уже все отсняли. Сейчас поедем к башне. Can you say bottle of water? I can. Bottle of water. Что эту задержку кричал, когда говорит? He was like, did you hear that like pause that she took before saying it? Bottle of water. Like, Bottle of water. 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 How do you say butter? Butter. One more time. Butter. Or like, so you say it like butter. Performance. Butter. Audacity. Yeah, but you're speaking like proper. If I want to speak in Proper English. I'm speaking proper English. It sounds like this, and nobody really wants to actually say it like this. And like, so when you do this, You it's sound too like much. Soren. Victorian. Thorin. You sound like Thorin. Duncan. Oh, no, Thor. No, that man's from up north.
He's got more of a, how would I do it, Manchester accent without embarrassing myself. Nah, he's up from up north, so he's like a little bit more north than I am. And when I talk at home, I talk like this, because this one is more from my end. It's actually crazy that cities are very close to each other, but the accents are very different. Super different. My name is Amy May. But my parents are going, Amy May, you're right, Pop, what's going on? How you doing? I mean, I know you're having a good conversation now, finally, but the but they have to go. Okay, well, this was a fun time. Бля, ребята, может просто в Макдональдс все сгоняем? Прикинь, охуенно сейчас в Макдрайв заехать реально. Ну ты сможешь водителю на французском объяснить? Не смогу вообще никак. Так нет, что там, изи, Макдональдс нет. S'il vous plaît. Если кто-то говорит про Макдональдс, значит, что он хочет Макдональдс. Я хочу Макдональдс. Андрей тоже хотел. Это что-то мы, короче, 12 часов ночи мы пишем. Ты хочешь хавать? Он говорит, ну так бы не отказался. Да, из нормальной еды это превратилось в Макдональдс. Мы заказали Макдональдс. Было. Я сказал 2 картошки, Биг Мак. Это было прям топ. И потом мы еще выиграли люминосити на следующий день. Кто сказал, что не нужно, а я скажу, что... Все правильно сделал. Вот она технология. Пчелы в Тинте, наверное, у них свадьба. Сейчас будет часть фотографии. Пчела ставим фоткать. Да, не единственный подкаст. С чем это? А, с курочкой. Курочкой Рости. Да потом надо праздник, подарок сделай, Даняк. Гонку, иди фоткайте. Подарок сделай. Вот, на свадьбе еще одной побывал. Что, может пойти сесть, Данек? Нет такого вайба? Are you okay? It's hot? A bit. Very good. Как-то откусил, просто положил обратно на место. Не, они взяли куски нормальные, но это пиздец. Это бекон, нахуй. Это без кетчупа? What is that? Это пиздец вообще. What is that? Изучи вопрос, найди пепперони. В общем, мы выбрались в город. У нас вот на заднем фоне вот Эйфелева башня. И из интересного, вот тут сверху мост, тут мост. И вообще все перекрыли для того, чтобы все вот это заснять. Ребята там вот сидят, готовятся. Еще сейчас что-то заснимаем. Посмотрим, что будет. ДМчик набит. Сенса изменена на 0,4. 0,4. То есть, что меня? Ничего. Мне надо в голову четко стрелять. СВП, да? Да, СВП тем более. 6 часов медиа, а потом еще 10 часов обсуждений. У нас 7 сейчас будет обсуждение, давай только быстро. Обсуждение не час, как вы договорились, да. Часа 3. Давай сделаем, чтобы 6 часов было. Просто Не знаю, у меня нет впечатления, что где мы сегодня было 6 часов в медике. Это когда уже типа накрыло. Да, я ему еще девайсы купил новых, у него эйфория сейчас просто. Нам сюда, парни. у нас перифория. Все, идем врываться на платформу 9. Мы врываемся на кафель, кидай флешку. Как говорил Великий, врываешься на кафель. Что ты на Я что за флешку? Это Маркелов врывался, нет? Да, он жестко ворвался. Это расставочка сыграла. Рыбки. Это медиа влияет на людей, мы деградируем. Деградация. Я уже дома сегодня. Нет. Давай, погнали, ладно, ты так заруинил. Я буду просто по миду фидить. Ты увидишь сборку такую, которую собирали в 12-м. Хорошо. ПТ. Ну что сказать, не знаю, видно или нет, но сейчас 10 часов вечера, ребята отрепетировали весь выход, все, что нужно. Отсняли все, что вообще возможно было отснять. После этого еще вот съездили вот на Эйфелеву башню, там еще отсняли. Потом сделали разбор. И вот в конце дня пару из них уже поиграл немножко Фасик. Так что, я думаю, сейчас они уже... Кто там остался? Остался... Боря остался. И Таня. То есть они еще сейчас так и доигрывают, все остальные уже пошли отдыхать. Что будет завтра, я пока еще не знаю. Ну, конечно, подозреваю, будут какие-то там хаки, определенные разборы. А что именно? Ну, увидим завтра. Доброе утро, друзья! Сегодня последний день до начала плей-оффов. Это значит то, что вчера у ребят была медийка и...
Они там снимали все, что можно было. Они в конце были такие уставшие, но, к счастью, сегодня у них как бы свободный день. И я говорю, что свободный, потому что в реальности это будет разбор, потом будет прак, и, может быть, еще один прак. Так что им точно будет чем сегодня заняться, но мы знаем. Подготовка и еще раз подготовка. Из такого интересного я вот ребятам привязала специальный мешочек, и в нем есть черный хлеб, шпротики. А еще во время мажора местные ребята напечатали 3D штучки, которые мне не получилось им вот, команде передать во время самого мажора, но я смогу их передать теперь. И тут что из интересного, с одной стороны КС, а с другой Шапшабыч. Что ребята с этим будут делать, я не знаю, но надеюсь, что вот этот весь мешочек им зайдет. Так что го посмотрим на их реакцию. В общем, ребята тренируются, а это значит, что у меня есть свободное время, и я могу потратить на то, чтобы показать вам, что тут происходит в Париже на EWC. Как бы это последняя неделя, и осталось 4 дисциплины. CS2, Fortnite, Trackmania и Splitfire. И сегодня у Splitfire уже как бы начался, но мне кажется, они пока что играют без зрителей, так что тут довольно все тихо, челово. Ну, знаете как, затишье перед штормом, да? Так что у меня есть возможность вам показать, что тут происходит без зрителей, а завтра уже смогу заснять весь движ. Вот интересная вещь, которая есть у EWC, это то, что у них вот есть эти специальные, как сказать, ключики на каждую команду, да, типа треугольнички. Когда команда проигрывает и выбывает, их ломают под гидравлическим прессом. He's done it before, hasn't he? Like, it must feel good, right? Like, in all honesty, it must feel a little bit good, right? Like, you fought so hard for this one. Тут спот для команды Fortnite, а вот тут те команды, которых как бы элиминируют, они, их ключики будут вот тут, останутся раздавленными, так же, как их мечты. Прям видно, как много идет света. Большая, подозреваю, это главная сцена. Вот это все дисциплины, которые тут как бы играются на EWC, и все победители. Вот там уже у нас есть первые спириты. Ну, как говорится, если спириты есть там, мне кажется, они бы очень хорошо вот выглядели бы рядом друг с другом. А вот это большая сцена, вот тут будет проходить крэш. Сейчас идет как бы последняя подготовка. Мест, конечно, ого-го. Будет интересно посмотреть, как она пройдет. Тут, короче, есть такое помещение, где можно как бы посмотреть, почитать One Piece. Очень-очень круто. Вот Чопперик, Нами, Луфи, Санджи. Ну, смотрите, то есть тут можно эти все штуки двигать. Все так очень интерактивно. Так, это можно просто двигать, а вот это именно нажимается. И можно еще разукрашивать. Так, надо Нами накрасить, чтобы она не была бесцветная. Вот сейчас ребята закончат свои праки. Вот куда их поведу. Я нашла им место развлечений. Ну, Боря-то точно должен. Боря должен это созреть. Вот нас Дима снимает. У нас хороший день, мы разговариваем. Он и вчера хорошо так разговаривал. Кому? Общался. Я на 100% кажется, да, ты видел? Потому что я ему улыбался. Он улыбается, когда я ему улыбаюсь. То есть, когда улыбаешься Ярославу, он улыбается в ответ? Да. Потому что так, иначе его все скажут. Меня не ожидает, что он шутит, если я шучу его. Что, Дима, его не обыграть? Кто сейчас лучший в настольном теннисе? Ты будешь судьей всего этого дела? Я смотрю, да, слежу, чтобы счет никто не жульничал. Он же мастер камбэк. Давай, Андрей. 6-0 София, на секундочку. Возможен ли тут камбэк? Тут видно то, что, знаешь, бывают шансы, когда ты играешь неплохо, но тебе просто не везет, но без шансов. Тут видно скилл диф. Андрей, тебе надо атаковать. Я не чувствую мяч. 7-1, это Бразил. Блядь,
Как мерзкая ситуация. Сейчас. Андрюха, я всю ману тебе отдал. А, ну меня не бесит. Сейчас. И скорости, ребят. Ты чё, ел, блядь, Андрей? Все, сдавай. Да. Нет, блядь! Не попал в халявный гол! Бля, если был бы компьютер спорт по ноутбуку, я бы лучше. Блядь, чего у Димы за, блядь, граната? Бля, у него сломанный конфиг, у него прыгать не на пробел. На это у него хаешка, вот так прыгать. А прыгать наверх? А на Т осмотрите руку. Наверх прыгает? Да. Она не с хаешкой. Она не с хаешкой. Не, я вот просто представляю, как он прыгает, у него хаешка достается, он просто умирает и по мышке херачит. У Влада праздник. Влад наконец-то добрался до компа. Все, отключаем. Будешь всю ночь теперь сидеть? Опять? 2 часа ночи закрываются. Всё. Приходит охрана 2 часа ночи, меня выгоняет. Может, это хорошо? Это плохо. Если ты не можешь контролировать, то они хотя бы как-то Я тебя- могу контролировать. Ну, не знаю. Я могу, я все под контролем. Все хорошо, все нормально. Все в порядке. В общем, Влад добрался до компа. Остальные все еще занимаются каким-то видом, ну, либо подготовочек, либо тренировочек. У меня тут вопросик быстро. Какая история вот этого мешочка? Это Андрею подарили. Ему Тут? кто-то передал, да, там была куча подарков, и пацаны все разобрали, что есть. А, прикольно. Просто Константин, для осля какой-то. Главное, что Ник, смотри, в итоге-то добрался до Франции, до Парижа. Капец, вот здесь эта машина тупая. Тут фотографию выбрали. Ну что, вот и подошел к концу второй день тут на EWC. У ребят сегодня был разбор демки, потом праки. Честно, я уже не знаю, сколько у них сегодня было праков, но хотя бы получилось их вытащить, немножко поиграть в настольный теннис, чтобы они как-то хотя бы подвигались. К сожалению, шпроты мы не попробовали. Я надеюсь, что хлеб еще сможет дожить несколько дней. Но это не важно. Важно то, что завтра уже начинается плей-офф. Завтра ребята будут принимать участие в церемонии открытия. Сцена очень впечатляющая, так что надо будет заснять, как это все происходит. Мне вот реально интересно посмотреть весь этот процесс. Так что увидимся завтра. Доброе утро, ребята! Ну что, наконец-то, первый день плей-оффа. Это значит, что ребята сегодня опять начинают в 11:30 разбор, прак. После этого они будут принимать участие в церемонии открытия, а после церемонии открытия будут еще праки. В общем, это все из-за того, что они не играют в первый день, у них игры начинаются только завтра, но это значит, что у них есть дополнительный день подготовиться. Да, я посмотрела, они как бы все готовятся и еще раз готовятся. Все очень воспринимают серьезно. Надеюсь, что сегодня получится, может быть, поймать Вову на пару слов. Так что, ну, посмотрим. У меня вопрос, какое сегодня расписание? Потому что Влада нету. Идти в 11:30, 30 минут посидеть, ничего не делать, потом 3 прака, потом у нас церемония открытия, потом подготовка. Подожди, у вас 3 прака до церемонии? Я не знаю, да, либо 2. 2 прака. Да, еще 2. Ну, один уже был, еще 2. Короче, 3 прака. Мы тренируемся. Да. Ну, как ты писал? Чем прикольно на самом деле. Тебе нравится? Да, вот круто. Мне все игроки говорят, что круто очень. Потому что, ну, реально для игроков круто. Даже вот этот теннис, то, что там, ты видел вот эту поставить заслонки, очень прикольно выглядит. Тут, я бы сказала, вот очень большая зона, где игроки могут отдохнуть. То есть там у тебя, ты можешь посидеть, смотреть, ты можешь и настольный теннис поиграть, там есть и дартсы, там есть и шахматы, и даже это кафешка, в которой можно есть. Там столько выбора, почти как в ресторане. Правда. Ну, реально очень круто. Тут еще прям есть эта вот комната тишины. Ты видела? Нет. Там можно просто спать, например. Ну, типа, просто комната, где просто тишина. Нельзя вообще разговаривать, там правила, нельзя разговаривать, типа, задавать шум. То есть, типа, без телефонов, без всего, Ну, то есть минимально, то есть в наушниках максимум. Например, я не знаю. Я там не был ни разу. Наверное, туда заходишь, там реально люди спать могут. Вот, есть бар, можно просто посидеть на чемпион. Прикольно. Есть массажист, то есть, если нужно тебе, ты можешь массажик в себе сделать. Короче, удобно. Именно как аппарат, который массажироваться, или Нет, человек? человек.
специальность. Физиотерапевт. Это так, ну я так спросить, это чисто для игроков или Вот я не знаю. для всех с бэджиками? Ну, можно подойти и сказать, Кать, когда ты поставишь? Такая, вот, я тут со спиритами, как бы, все, да. То, что близко еще все. Да, у тебя и место проведения, и практис пешком проходишь там 3 минуты. Да. Так что прикольно. То есть единственный, может быть, минус то, что это 5-й павильон, и хоть первый павильон, где будут сцены, все довольно близко, нужно выйти с территории. Да. То есть тогда вот это будет, возможно, знаешь, место, где будет куча фанов, но я не знаю. Ну, кстати, не было проблемы, знаешь, Да. ты идешь не так много фанов. То есть у тебя вход, где люди в основном заходят, он немного с другой стороны, ты прям, знаешь, черного хода заходит. Окей. Я вчера вот ходила и снимала. Конечно, впечатляет, потому что, ну, там, понятное дело, сейчас все еще типа 4 дисциплины, и у каждой полноценная такая хорошая сцена. Не так, потому что, знаешь, одна большая, а потом такие маленькие-маленькие, как бывает. Нет, такие у всех прямо хорошие полноценные сцены. Но вчера зрителей не было еще. Хоть Crossfire уже начал играть, но зрителей, по-моему, еще не было. То есть еще не пускали. Это только первая стадия, что там Да. Эти Rocket League, когда была, там люди вообще прям болели очень серьезно. Я помню, Да. мы сидим, я, Влад, Вова, у нас игра, мы ждем, там, лайв через 2 минуты. Да. И мы слышим, как там прям как будто как на стадионе, прям запевают песни, там барабаны. Да. Мы вообще, что это за игра, что там, пошли посмотрели, это было доверие. Ты нравится, что? Нормально? Просто норм. Еда это... Больная тема. Тут еда просто нормальная, типа, она же неплохая. Тут довольно хорошо кормят относительно других турниров. Просто из-за практисов Нормальный практис. шумно. Ну так это не за... Ну, если бы у нас были бы отдельные комнаты, как-то не было бы шума. Это правда. Он тут видит, что ты сделаешь. Расположение, как бы, мест, всякое такое. А что тебе нравится? До туалета 300 метров, мне идти очень лень каждые 30 минут. Слушай, это для того, чтобы ты свои калории... Еще ступеньки. Это вообще круто. В принципе, можно сказать, что тут нет минусов на этом чемпионате, если так рассуждать. Ну, конечно. Либо ты можешь просто ноутбук взять с собой, просто с ноутом, вдвоем сидеть просто у себя в отеле и тренироваться. И ты у тебя и туалет рядом, и еда твоя. Да это тоже не спортивно. Но в таких условиях не будет спортивной мотивации, знаешь. Если ты будешь просто лежать на кровати с ноутбуком и играть в комнату. Так как кто тебе? Это будет просто... Не лежи, а сиди. Вот представь, ты сидишь, играешь 6 практик подряд в трусах, сидя на кровати. Так тебе это не мешало, конечно. Типа, не так. Точно? Я играл за компьютер. В пижаме, наверное. Тапочки. Я играл в пижаме просто и все. Ставил вебку на лоб и все. Вебка на лоб это вообще икона была. Запретили. Нет, ты знаешь, у меня просто скриншот и фотография просто на стене до сих пор стоит. Как ты вот просто... Даня играет в CS. Просто можно любого другого человека поставить в солбом, типа непонятно, это Даня, не Даня. Запретили. Не, у меня понятно, у меня потому что всегда, когда были официалки, у меня уже был вечер, у меня темно в комнате было. А со светом я не играл. У тебя было уже 4 часа ночи. У меня рано темнело, и у меня было 9 часов вечера. Я буквально каждую официалку просил поставить у админов игру пораньше. На IC и где угодно. Просто чтобы говорю, ему было нормально говорю, время. у меня чел, у него плюс 6 от сета. Я не хочу, пожалуйста, никогда не ставьте игру вечером. Никогда. Да. Потому что я хочу, чтобы пацан ходил в школу. Просто постоянно говорил. Так же, Даня, пожалуйста, сколько вечером в школу идти? И что, на втором приходилось идти? Да, у него просто он буквально игру доигрывает, и только все, в рюкзак собрал, погнал. Напрямую? Да, это вообще, это ужас. Я помню историю, как он просто на тренировке уснул. И потом я говорю, Данек, если у тебя тяжело, типа, играть, делать домашнее задание, ну, типа, ему А я, короче, на ДМ, 2 месяца мало спал. Да. Ну, это прям плохо. Мы старались сделать расписание так, чтобы ему было комфортно. Вова, как тебе этот турнир? Классный Париж. Интересный, клевый, красивый турнир. Клевый, апарты клевые, все нравится. Не, сам Париж, да, я вчера походила, красивенько. Ну, прям город-музей. Но у меня ожиданий не было. Я хотел поехать, наконец-то приехать. Получилось, и прикольно, интересно. Но я много где был в Европе, а в Париже не был. На башне я бы поднялся, в собор бы я зашел, Лорбу тоже сидел. Интересно. И главное, выигрывать. Но это уже как бы ты можешь помочь, но все-таки это все на них в этом плане. Ну, да, я на мышку не нажимаю.
но я делаю так, чтобы на мышку нажималось приятнее. Эффективнее. Когда приятнее, оно и эффективнее на самом деле. Тоже правда. У тебя получается, смотри, у тебя как именно официальная должность именно как психолог, да? Или performance coach? Как это Ну, будет? здесь написано performance staff. То есть performance coach, да. Правильно я понимаю или нет, но это получается, то есть ты предоставляешь ребятам то есть вот инструменты, которые вот, типа, они могут использовать в разных ситуациях, там, если они испытывают там какую-то злость, фрустрацию и все такое, и как можно с этим справиться. То есть, но в конце-то концов ты можешь им типа надавать советов, но если ты не будешь использовать, то ничего не будет. Здесь момент того, что я считаю, что психология это все-таки, ну, можно сказать, творческий процесс. Все в нашей жизни творческий процесс. Ну, на мой взгляд. Ребята, когда строят какую-то свою игру, тактики, которых они придерживаются, да, это тоже творческий процесс. Ну, там, в той или иной степени. Психология, как и в жизни, все есть навык. Соответственно, если говорим про инструменты, ты ему даешь отвертку, ты ему показал, он пытается это крутить, да, но ты ему забыл сказать, что отвертка на крест, а у тебя типа плоская. Он стоит и как это скручивает. Но мне сказали использовать отвертку. Почему оно не работает? Потому что здесь она не работает, да, потому что здесь нужно либо другая отвертка, да, либо здесь нужен гвоздодер, либо здесь нужен лом, ну там все что угодно. То есть чем большим количеством инструментов ты обладаешь, тем больше вариативность взаимодействия с реальностью твоей. Подготовку, праки и разборы ставим на небольшую паузу, так как ребят надо сейчас вести на церемонию открытия. Но они там быстренько отстреляются и тогда смогут вернуться обратно в прак и уже заниматься своим делом. Так что го посмотрим, что там будет происходить на большой сцене. Здорово, ребят! Сегодня мы на кофеине, и вы увидите скоро невероятный хайлайт. Все помнят срампый хайлайт. Еще будет один, еще один. Помнишь? Практически. Не помню. Практически. Я, короче, стрелял в одного, не попал, второго тоже. Короче, ноль. Это прикол. А потом еще второй хайлайт в тэшке. Короче, мне говорят, прикиньте, тэшку идет. Я такой, окей, пацаны, все, я сейчас съебну. Я промахиваюсь. Что значит менталитет жесткий? Я не заруинил. Я дальше пошел убил второго, который меня ждал, блядь. Когда я не мог его убить вообще никак. И потом проиграл клатч. Но клатч тяжелый был. Давай, бля! Хорош! Which song would you pick for an edit of Magix? Братан, я в смысле тебе сказал. Когда ты сказал? Когда мне давали этот первый день интервью. Сказали, что там про Бор, я говорю, сексуальная песня. Это просто ужасно. Да, братан. Ну ты сам создал этот скайп. Я ничего не делал. Как ты делал? Что тебе Хорошо, раз ты просто создал это было сделано за деньги. Даже если за деньги считается же. Ну да, считается. Ну вот. Ты сам согласился. Ты продал свою честь, себя. Но верба себе никто не платил еще. А, ребят, а сейчас фейсит можно голосовые между... Нет, убрали, да, уже? Ты бы услышал, если... А я играл вот пару дней, у меня там было... Я играл на Нет, там убрали. Но когда вернут, будет вообще кайф. Да. Я реально... Я буду вообще... Я вчера играл в Solo Faceit, это было тяжело. Я тоже играл в Solo Faceit, у меня было 2 игры единичные. Кстати, я против Поя выиграл. Ты же проиграл PS7. 3-ю игру. Там я троллил. Я выиграл игру вообще без шансов. Поя, который с поворот? Да. Да, у тебя не было шансов. Я его убил 10 раз на нем, если что, я считал. Каждый бай начинался с того, что я на нем энтри делаю. Вот тут сейчас за сценой проходим, тут за этой кулисой сейчас уже начался турнир по трекмании. А наши ребята идут на большую сцену на открытие, в котором они будут принять участие. Вот подозреваю, вот тут игроки заходят на эту сцену, а вот тут разные продакшены. Тут тоже какие-то влоги. You have quite a few more attachments than I do. Yeah, the battery. The battery. Okay. So it holds quite longer. a bit as well, but I don't have that. I don't have the microphone attachment. See, you gotta upgrade. You gotta grow the level. I'm small person, okay? Yeah. Small indie. Beginner. Small indie. Так, Legacy прошли, Аврора, Фурия, Маузы, Геймер Легион. О, вот наши ребята. Я что-то уже выиграл тут. Все, свободный день теперь. Свободный день? Ну хорошо, праки. Не, я на самом деле хотел бы просто свободный день. Вот реально. Весь день просто типа в анабиозе провести вообще. Походить по Парижу? Нет. Смотрите, быстро отстрелялись и все. Вообще,
Быстро же? Поверь мне, могло быть гораздо дольше. Мы немножко подождали, вышли и все. Я запарился. Депресса деко мут. Вот и долго. Ну смотри, может быть, надо просто, да, сегодня это такое состояние, чтобы все из своей системы это как бы выкинуть, и чтобы завтра на позитивчике. Согласен. Вот. Завтра вот так и спать. Ну вот и подошел к концу еще один день на ЕВЦ. Как уже сказала, ребята тренируются и еще раз тренируются. И вот завтра у них будет первая игра, именно в плей-оффе. Они будут играть против бойцов. Да, будет интересно посмотреть, как вот эта вся подготовка сработает. Так что болейте за Team Spirit.